Вечер в ресторане «Серебряная луна» в Чикаго был наполнен ароматами вина и розмарина. Среди гостей выделялся один стол. Мужчина в дорогом костюме, с вызывающей улыбкой, Эдвард Дюваль, миллиардер, привыкший управлять вниманием и смеяться над людьми. Он предложил щедрое вознаграждение молодой официантке Молли Харрис за обслуживание по-французски, насмехаясь, словно испытывая ее терпение и достоинство. Молли стояла прямо, с подносом в руках. Ее пальцы слегка дрожали, но взгляд был непоколебим. Атмосфера в зале моментально изменилась. Смех замер, свечи отражались в бокалах, а присутствующие почувствовали напряжение, которое невозможно было разрядить. Эдвард, уверенный в своей власти, наблюдал за ней с ожиданием, словно все происходящее — игра, которую он выигрывал. Внутри Молли всплыл образ брата, его слова о гордости и уважении. Она не позволила страху управлять собой. Спокойно и уверенно она сделала шаг, и атмосфера в зале словно сжалась вокруг нее. Каждый присутствующий ощутил, что Эдвард впервые сталкивается с человеком, способным не подчиняться его надменности. Когда Молли произнесла свои первые слова по-французски, ее голос был чистым, уверенным и естественным. Смех исчез, уступив место уважению и легкому шоку. Эдвард впервые почувствовал себя уязвимым, его привычная власть таяла в воздухе. После этого случая Молли продолжала работать с достоинством, а Эдвард начал приходить снова, но уже без высокомерия. Он наблюдал за ней, стараясь понять, что значит уважение и человеческая сила. Молли держала дистанцию, но внутри ощущала силу, которую приносит уверенность и честность перед собой. Однажды Эдвард узнал о ее прошлом, обучение французской литературе и забота о младшем брате после смерти матери. Это открыло ему глаза на ценность ее характера. Постепенно их взаимодействие превратилось из противостояния в тихое понимание. Богатство и власть не заменяют достоинства, а настоящая сила в спокойной уверенности и честности. Вскоре Молли получила стипендию благотворительного фонда Дюваля. Этот момент стал символом уважения и признания ее достоинства. Она шла по улицам Чикаго под дождем, держа в руках конверт, и впервые за долгое время чувствовала себя сильной, несмотря на все прошлое унижение. Эдвард наблюдал за ней, понимая, что урок, который он получил, был важнее денег и власти. Уважение нельзя купить, его нужно заслужить. Молли и Эдвард больше никогда не обсуждали прошлое вслух. Их пути разошлись, но каждый из них понес с собой понимание, что настоящая сила человека в его достоинстве и честности перед самим собой. Слова, которые ранили, могут и исцелять. И иногда тот, кто приходит, чтобы унизить, становится тем, кто учит уважению. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.